Как повысить звукоизоляцию квартиры в панельном доме? Наверное, все, кто проживает в панельных домах, особенно в домах старой постройки, знают, насколько у них плохая звукоизоляция. Иногда на кухне по инерции хочется сказать «будь здоров» соседу, проживающему в одной из смежных квартир. Новые звукоизоляционные двери и герметичные пластиковые окна лишь частично помогут решить эту проблему. Для того, чтобы основательно изолировать свою частную жизнь от окружающих соседей и лестничные площадки в панельном доме, необходимо принять ряд конкретных мер. Любые шумы классифицируются как воздушные, звуки работающего телевизора или магнитофона соседей, их разговоры, ударные, четко слышащий стук каблуков на лестничной клетке, шарканье ног в домашних тапочках, удары детского мяча и так далее. Структурный – движение лифта, шум от стиральной машины, комбайна, микроволновки и тому подобное. В панельных домах шум передается не только непосредственно через примыкающие стены, но и по всем конструкциям в целом. Именно поэтому мы слышим голоса детей и другие шумы, раздающиеся в квартирах наискосок и даже через соседнюю квартиру из другого подъезда. Кроме того, панели сами по себе довольно тонкие, и при строительстве не проводилась звукоизоляция. Источниками проникновения шума также являются незаделанные или плохо заделанные во время ремонта щели в панельных стыках, общие розетки или общие каналы электроснабжения, старые двери и окна. Подготовка квартиры к мероприятиям по звукоизоляции. До начала звукоизоляционных работ необходимо тщательно обследовать все стены, потолок и пол на наличие дыр и трещин. Если таковые имеются, то большие щели необходимо заделать быстро затвердевающим плиточным клеем. Маленькие трещины можно заделать акриловым герметиком. Далее нужно определить места повышенного шума и дать ему характеристики: воздушный, ударный или структурный. Структурные шумы, к сожалению, трудно поддаются нейтрализации, но все же есть способы, снижающие проникновение и такого рода шумов. Целесообразнее всего на листе бумаги составить ориентировочный план, на который обозначить шумы, их интенсивность, общие с соседями розетки. Комплексные мероприятия по снижению проникновения шума в квартиру входят: шумоизоляция стен, потолка и пола. Также можно выполнить частичную звукоизоляцию воздушного и ударного типа методом применения ниже описанных способов. Например, заизолировать лишь розетки или одну из стен, только потолок, только пол. Изолируем стены. Самым эффективным способом звукоизоляции стен является реконструкция розеток, монтажных коробок и обустройство дополнительных гипсокартоновых перегородок по всему периметру квартиры. Гипсокартон решит также проблему неровности стен, в последующем может быть оклеен обоями или просто окрашен. Монтаж гипсокартоновых листов производится на металлический каркас. При монтаже профиля к стенам необходимо между стеной и профилем проложить резиновый или пластмассовый изолятор для того, чтобы стальной профиль не проводил звук от стены. После изготовления каркаса между стеной и будущей перегородкой из гипсокартона монтируется звукопоглощающий материал. Материал крепится на стену с помощью клея, который лучше всего приобрести вместе с изоляционным материалом в одном магазине. Есть мнение, что чем толще звукопоглощающий материал, тем он эффективнее. На гипсокартон розетки и выключатели выводятся с помощью специальных коробок. Для этого заранее нужно демонтировать электророзетки и выключатели и вывести кабель в заранее подготовленное отверстие в гипсокартоне. Если же необходимо выполнить звукоизоляцию только розеток, то делается это следующим образом. Розетки и монтажные коробки располагаются в панельных домах таким образом, что обслуживают сразу несколько квартир. Пустотные каналы отлично передают шумы, и поэтому необходимо реконструировать их. Перед тем, как изолировать розетки, необходимо их обесточить. Обязательно проверьте наличие напряжения на самой розетке после отключения рубильника. Затем снимите с помощью отвертки лицевую панель розетки, демонтируйте внутреннюю розетку и выньте из гнезда все содержимое. Далее изготовьте звукоизолирующую шайбу. В качестве материала для нее лучше всего использовать минеральную вату. Она не горючая и обладает хорошими прочностными характеристиками. Шайба – это размещенный по всему краю внутреннего отверстия слой из минваты, уложенный вручную.
на который накладывается замазка. В качестве замазки необходимо использовать быстротвердеющую смесь на основе алебастра или алебастра. Удобно накладывать замазку маленьким резиновым или металлическим шпателем. После того, как замазка полностью высохнет, розетка монтируется обратно. Изоляция монтажных коробок производится так же, как и розеток. Коробки обычно находятся под потолком и закрыты пластиковыми крышками, которые легко открываются. Не забудьте обесточить квартиру, прежде чем заниматься коробками. Изолируем потолок. Нейтрализация потолочного шума производится также с помощью гипсокартоновых листов и звукоизоляционного материала. Как правило, для потолков используется более тонкий материал, для того, чтобы высоту потолка уменьшить ненамного. Можно применить поролон, минеральную вату или стеклоткань. Необходимо тщательно укладывать изоляционный материал, при этом помните, что работа с такими материалами довольно опасна, особенно при обустройстве потолков. Для защиты глаз необходимо использовать специальные очки и работать в плотных перчатках. Кроме того, пыль от минваты и других материалов очень вредна. Она может попадать на открытые участки кожи и в дыхательные пути, поэтому лучше работать в закрытой одежде и использовать респиратор. Изолируем пол. В этом случае, если пол неровный, то необходимо произвести его наливку. При этом звукоизоляционные материалы могут быть проложены как под наливной пол, так и сверху него, перед устройством финишного покрытия. Наиболее эффективна укладка звукоизоляционного материала перед наливкой полов. Для этого все имеющиеся в бетонной плите щели необходимо замазать быстротвердеющей смесью. Затем на всю поверхность нанести звукоизоляционный материал, минеральную вату, на которую укладывается слой полиэтилена или рубероида. После этого выполняется наливка полов подходящими смесями. На уже имеющиеся ровные основания также укладывают звукоизоляционные материалы, на которые впоследствии укладывают ламинат, паркет, линолеум и так далее. Наиболее эффективным является укладка толстого слоя изоляции между смонтированными на бетонном полу брусками. Уложенную изоляцию покрывают полиэтиленовой пленкой и на нее уже укладывают деревянные доски, которые являются первым черновым слоем. В качестве второго слоя могут служить тонкие листовые строительные конструкции, на которые можно укладывать любое финишное покрытие. Изолируем стыки отопительных стояков. Сквозь межэтажные перекрытия отопления должны прокладываться с использованием специальных шумопоглощающих гильз. Это предусмотрено строительными нормами. Гильза представляет собой трубу по диаметру, превосходящую прокладываемую, заполненную звукопоглощающим материалом. Но зачастую в погоне за скоростью строители игнорируют монтаж гильз. Кроме того, даже их присутствие со временем теряет свою функциональность. Для того, чтобы обеспечить шумоизоляцию стояков, необходимо убрать цемент на глубину около 10 см и обернуть трубу изолирующим материалом, не доводя его до самого края. Затем вновь зашпаклевать отверстие быстродействующим составом, который после высыхания необходимо зашлифовать. Выбор материала для звукоизоляции. Материалы, предназначенные для звукоизоляции, должны иметь класс С, Д или А. В настоящее время рынок изобилует предложениями отделочных материалов, обладающих якобы звукоизоляционными и теплоизоляционными составами. Нельзя сказать, что производитель предоставляет ложную информацию, но никакие отделочные материалы не способны существенно снизить шумовую нагрузку квартиры. На какие моменты необходимо сосредоточиться при выборе материалов? Металлический каркас необходимо крепить только через виброизоляционные прокладки, губчатая резина, войлок, пенополиэтилен, пенополиуретан. Для нейтрализации структурных шумов при обустройстве металлического каркаса необходимо применять для стоечных профилей специальные крепления. Изолирующий слой должен обладать плотной структурой примерно около 60 кг на метр кубический. Для стен и потолка лучше использовать гипсокартон толщиной 12,5 мм. Все швы стыки изоляционных материалов необходимо тщательно заделывать герметиком. Двери и окна. Старые деревянные окна не могут конкурировать с новыми металлопластиковыми стеклопакетами или новыми деревянными окнами. Мероприятия по шумоизоляции старых окон можно проводить, но они неэффективны. Даже если вскрыть откосы, заизолировать их, применить новые штапики, но это мало поможет.
Никакой деревянный штапик не в состоянии обеспечить герметичное прилегание. Кроме того, старые стекла не в состоянии играть роль шумоизоляторов, поэтому лучше всего окна заменить, так же как и двери. Новые входные двери изготовлены с применением современных технологий и имеют эффективные звукопоглощающие наполнители и герметично прилегающие прокладки. Некоторые модели межкомнатных дверей также снабжены звукоизоляционными прокладками. Такие двери даже внутри квартиры помогут быть комнатам независимым друг от друга в смысле шумового фона. Вреден ли шум? Стремление к тишине – это не прихоть, а настоящая необходимость человеческого организма. За внешним комфортом таких квартир скрывается еще и здоровая атмосфера, без повышенной шумовой нагрузки. Шумовое загрязнение является серьезной проблемой современных городов. Горожанин, находясь на работе, на улице, постоянно вынужден испытывать повышенные шумовые нагрузки от проходящих мимо поездов, трамваев, автомобилей. У многих работа связана с предприятиями, где повышен шумовой фон, а если еще дома он не может спокойно расслабиться и побыть в тишине, то это может привести к различным заболеваниям и нервным расстройствам. Преимущество жить в центре города на центральных улицах оборачивается порой целой проблемой. Помимо того, что в квартире слышны шумы от соседей, так еще с улицы идет постоянный шумовой поток. Поэтому звукоизоляция жилища – это не прихоть, а настоящая необходимость в условиях современного города.